Перед вами каменные блоки весом в сотни тонн, вырезанные и подогнанные с такой точностью, что между ними не проходит даже лезвие ножа. И все это было сделано тысячи лет назад, без технологий и оборудования. Историки говорят о медных инструментах, примитивных молотках и канатах из растительных волокон. Но тогда как объяснить идеально ровные отверстия и следы обработки, которые сегодня с трудом повторяются даже высокоточными алмазными установками? Почему одни и те же методы каменной кладки встречаются в Перу, Египте и Японии, в культурах, разделенных океанами и тысячелетиями? В этом выпуске мы разберем 6 самых интригующих археологических объектов планеты. О них спорят десятилетиями. Одни видят в них доказательства утраченных технологий, другие – пример человеческого упорства и инженерной смекалки. То, что вы увидите дальше, может навсегда изменить ваше представление о древней истории. Первая точка нашего маршрута – индонезийский остров Ява. Столетиями местные жители поднимались на холм Гунунг-Паданг, считая его священным местом силы. Для них это была древняя возвышенность с разбросанными на вершине камнями. В 2010 году сюда приехали уже не паломники, а геологи. Они исследовали сейсмическую активность и просканировали холм георадаром. И приборы показали нечто неожиданное. Под слоем почвы скрывалась не просто гора, а крупная структура искусственного происхождения. Когда провели радиоуглеродное датирование органических включений между каменными слоями на глубине около 30 метров, результаты шокировали. Примерный возраст – около 20 тысяч лет. Разгар последнего ледникового периода. До египетских пирамид – десятки тысяч лет. Новость вызвала бурю. Если датировка верна, привычная картина истории трещит по швам. Ведь по версии академической науки, в то время люди жили небольшими группами охотников и собирателей. Ни государств, ни сложной организации, ни ресурсов для масштабного строительства. Сторонники альтернативных гипотез заговорили о следах исчезнувшей цивилизации, Атлантиде или иной культуре, погибшей в глобальной катастрофе. Кто еще мог создать одну из самых древних пирамидальных структур на планете? Но когда ажиотаж спал, специалисты предложили более сдержанное объяснение, и версия оказалась не такой сенсационной, зато куда более приземленной. Речь идет о так называемых столбчатых базальтах, природном феномене, возникающем в момент остывания лавы в жерле вулкана. Когда расплавленная порода постепенно охлаждается, она растрескивается, формируя почти идеальные шестигранные колонны. Иными словами, кирпичи для этой структуры создала сама природа, а не некая фантастическая технология. Но по-настоящему впечатляет другое. Древние жители действительно обнаружили это место и, не располагая сложными механизмами, сумели переместить тысячи массивных колонн, укрепив ими склоны и оформив террасы. Это не строительство в привычном смысле слова, а масштабная переработка уже существующего природного рельефа. Главная интрига здесь кроется не в мифических лазерах, а в социальной организации. Каким образом разрозненные племена охотников смогли договориться, объединиться и на протяжении долгого времени трудиться ради единого замысла, не имея централизованной власти и строгого контроля? В Индонезии люди использовали готовый материал, подаренный вулканической активностью, лишь перемещая и адаптируя его. Однако в Индии мы видим совершенно иной подход. Там мастера не надстраивали природную форму, они буквально вырезали ее изнутри, уничтожая гору слой за слоем, чтобы создать сооружение, аналогов которому практически нет. Перед нами штат Махараштра и храм Кайла-Санатха. С первого взгляда разум отказывается принимать увиденное. Обычная архитектура строится снизу вверх: фундамент, стены, перекрытие. Здесь все наоборот. Храм, сопоставимый по высоте с девятиэтажным зданием, не сложен из отдельных блоков. Он полностью высечен в массиве скалы, сверху вниз, как если бы гигантский мастер постепенно освобождал форму из цельного камня. Это не просто сооружение. Это огромный ансамбль с колоннадами, залами, изваяниями слонов и тончайшей резьбой. И все это единый монолит. И, пожалуй, самое невероятное – мастера не имели права на промах. Стоило им неосторожно сколоть фрагмент, исправить это было бы невозможно. Нельзя было заменить блок или приклеить отколотую деталь. Ошибка означала бы утрату целостности всего комплекса.
По оценкам, отсюда извлекли около 200 тысяч тонн вулканической породы. Если погрузить этот объем в железнодорожные вагоны, состав растянулся бы примерно на 40 километров. Официальная версия утверждает, храм создали за 18 лет, в VII веке нашей эры. Ежедневно мастера должны были удалять примерно по 30 тонн камня. Без выходных, без пауз на сезон дождей, не считая времени на проектирование и тончайшую резьбу. Неудивительно, что многие сомневаются. Как такое возможно? Можно встретить гипотезы о неких утраченных технологиях, от гигантских механизмов до направленных звуковых волн, способных размягчать камень, и даже вмешательства внеземных цивилизаций. Однако секрет заключался в принципе работы. Камень не нужно было поднимать, как при строительстве пирамид. Что касается инструментов, древние мастера применяли железные и стальные клинья. В породе высверливали ряд отверстий, в которые вставляли сухие деревянные клинья и обильно смачивали их водой. Дерево разбухало, создавая мощное давление, и раскалывало камень. И все же главный ресурс древних правителей – это люди. Тысячи рабочих трудились посменно, днем и ночью, постепенно превращая цельную гору в архитектурный ансамбль. Кайлас – это памятник организованности, выносливости и коллективному усилию. Следующая загадка долгое время оставалась скрытой под толщей морской воды. Мы переносимся к самой западной точке Японии – острову Йонагуни. В 1986-м инструктор по дайвингу Кихатиро Аратаки погрузился в местные воды в поисках новых маршрутов. Однако вместо морских хищников он увидел нечто иное. Перед ним из морской глубины поднималась массивная каменная структура, напоминающая пирамиду или древнюю крепость. Рядом тянулась линия, похожая на дорогу, огибающую весь массив. Масштаб поражал. Конструкция растянулась примерно на 150 метров в длину и около 40 метров в ширину. Когда новость об открытии вышла за пределы Японии, пресса мгновенно окрестила находку японской Атлантидой. Главная интрига – объект скрыт под водой. В последний раз океан здесь отступал так сильно около 10 тысяч лет назад, в конце ледниковой эпохи. Если структура создана человеком, она старше египетских пирамид и древнейших шумерских городов на несколько тысячелетий. Сторонники версии о процивилизации сразу вспомнили мифический континент Му, Тихоокеанскую Атлантиду. Они указывают на детали: два круглых углубления, похожие на основание колонн, и выступ скалы, напоминающий гигантскую голову, то ли черепахи, то ли человека. Если это порт или святилище, кто построил его до того, как океан поглотил побережье? Но геологи напоминают, массив Йонагуни сложен песчаником и аргиллитом, породами, которые при тектоническом напряжении раскалываются по прямым линиям. Подводные течения тысячелетиями вымывали мягкие слои, оставляя блоки с ровными гранями. То, что выглядит как ступени и платформы, может быть игрой природы. И все же даже скептики допускают. Возможно, природа создала основу, а люди лишь частично ее доработали до подъема уровня моря. Выровняли края, прорубили проходы, использовали площадки в своих целях. Скорее всего, истина где-то посередине. Не затонувший мегаполис и не просто геологическое причудо, а место, где переплелись силы природы и рука человека. Океан умеет скрывать тайны, но суша порой прячет их еще глубже. В Турции фермер собирался всего лишь обновить подвал. Вместо ремонта он обнаружил вход в подземный мир, гигантское убежище, где когда-то спасались тысячи людей. Представьте, вы разбираете старую кладку, и за камнями открывается темный проем, из которого тянет холодом. Туннель уходит вниз, и конца ему не видно. Именно так, в 1963 году житель Каппадокии случайно наткнулся на находку, изменившую взгляды историков об этом регионе. За стеной оказался вход в один из крупнейших подземных комплексов планеты – Деринкую. Раскопки показали, это не просто пещеры, а настоящий подземный город, уходящий вниз на 18 уровней. Здесь могли укрываться до 20 тысяч человек вместе с домашними животными. Жилые помещения, залы для собраний, школы, храмы, винодельни, маслодавильни, стойла – все продумано для долгой автономной жизни под землей. Особенно впечатляет глубина. Вертикальные шахты достигают примерно 85 метров. При этом воздух поступал через сложную систему вентиляции, замаскированную так, что с поверхности ее практически невозможно заметить. Возникает закономерный вопрос: зачем людям добровольно уходить под землю, лишая себя света и простора?
Сторонники конспирологических версий предполагают, что комплекс создавался как убежище на случай глобальной катастрофы, от войны до природных катаклизмов или даже угрозы извне. Некоторые обращают внимание на оборонительные детали. Узкие проходы, где невозможно двигаться толпой, и массивные круглые каменные двери весом около половины тонны, которые можно было закрыть только изнутри. Историки дают более приземленное объяснение. Деринкую был убежищем, но спасал он от вполне реальных угроз. На протяжении веков этот регион переживал войны и набеги. Местные жители использовали свойства вулканического туфа, мягкого камня, который легко обрабатывается под землей, но на воздухе быстро твердеет и становится прочным. Так появилась уникальная оборонительная структура. При опасности люди уходили под землю и перекрывали входы тяжелыми каменными дисками. Захватчики проходили по пустой поверхности, не подозревая, что под их ногами скрывается целый город. Но если в Каппадокии прятались от врагов, то в водах Тихого океана есть место, которое называют «городом мертвых», и туда стараются не приближаться после заката. Если вы окажетесь в самом сердце Тихого океана, на маленьком острове Помпеи, вас почти наверняка предупредят об одном – не задерживайтесь в руинах Нанмадола после захода солнца. Днем это место кажется выдающимся памятником древней инженерии. Но с наступлением темноты, как уверяют островитяне, здесь пробуждаются духи правителей прошлого, и чужаков они не жалуют. Нанмадол уникален. Это единственный известный древний город, возведенный не на суше, а прямо над водой, среди зарослей и коралловых отмелей. И речь идет не о нескольких домах на сваях. Комплекс состоит из 92 искусственных островков, соединенных системой каналов. За это его нередко называют Венецией Тихого океана, хотя атмосфера здесь совсем не романтичная, скорее величественная и тяжелая. Каменные стены поднимаются над водой примерно на 8 метров, почти как трехэтажное здание. Они сложены из массивных базальтовых колонн, напоминающих гигантские бревна. Вес отдельных блоков варьируется от 5 до 50 тонн. По оценкам исследователей, общий объем использованного камня достигает примерно 750 тысяч тонн, масштаб, сопоставимый с объемом материала в пирамиде Хеопса. Но если египетские пирамиды строились в условиях развитого государства с многочисленным населением и организованной экономикой, то на Помпеи в ту эпоху проживало, по предположениям антропологов, не более 25 тысяч человек. У них не было металлических инструментов в привычном нам понимании. Не использовалось колесо, отсутствовали сложные механизмы. Тем не менее, они сумели добыть базальт на другой стороне острова, доставить его через джунгли и болотистые участки, а затем уложить в воде, создавая устойчивые конструкции. С Нанмадолом связаны и мрачные легенды. В начале 20 века немецкий администратор Виктор Берг, управлявший островом, решил проверить местные предания. Игнорируя предостережения, он распорядился вскрыть одну из усыпальниц древних правителей в центре комплекса. По рассказам очевидцев, внутри были обнаружены останки необычно крупного телосложения, что породило слухи о гигантах. Однако уже на следующий день Берг внезапно скончался при загадочных обстоятельствах. Причину смерти установить не удалось. Для местных жителей это стало подтверждением древнего запрета. Покой правящей династии прошлого тревожить нельзя. Тайна появления Нанмадола долгие годы ставила исследователей в тупик. Каким образом можно переместить колонну весом до 50 тонн через тропические заросли, где нет ни дорог, ни твердой почвы? Колеса мгновенно вязли бы в болотистой земле. Перетаскивать волоком значит столкнуться с колоссальным сопротивлением, для которого потребовались бы тысячи рабочих. Но на острове просто не было такого количества людей. Поэтому среди местных жителей и поклонников мистических теорий наибольшую популярность получила совсем иная версия – магическая. Предания рассказывают о двух братьях-близнецах – Аласопе и Аласипе, прибывших с далеких земель. Им приписывают необычайные способности. Якобы они владели силами, позволяющими управлять тяжестью предметов. Сидя на берегу, они играли на загадочных инструментах, и под эти звуки базальтовые глыбы поднимались в воздух и перемещались к месту строительства. Сторонники гипотезы о древних контактах с внеземными цивилизациями идут еще дальше. Они указывают на сообщения о магнитных отклонениях в районе руин. Компасы ведут себя нестабильно, техника иногда работает с перебоями. В их интерпретации базальтовые бревна – это не просто строительный материал, а элементы некой древней энергетической системы.
С высоты планировка комплекса действительно напоминает сложную схему, где каналы похожи на линии передачи. Однако археологи и инженеры предлагают менее сенсационное, но убедительное объяснение. Вместо того, чтобы пытаться протащить камни по суше, древние строители использовали океан. Колонны перевозились по воде на плотах из бамбука и древесины. В морской среде массивные блоки частично компенсируют свой вес за счет выталкивающей силы, что облегчает транспортировку. Оставался вопрос: как поднять многотонные элементы на высоту около 8 метров без каких-либо механизмов? Каменные бревна укладывались перекрестно, образуя устойчивые ярусы, а в качестве рычагов могли использоваться стволы пальм. Подъем осуществлялся поэтапно, слой за слоем, без единого резкого усилия. Но, возможно, еще важнее не то, как строили Нан-Мадол, а зачем. Современные историки все чаще склоняются к версии, что комплекс был возведен династией Сауделеров как инструмент политического контроля. Формально переселение в каменный город могло выглядеть как знак особого статуса для местных вождей. На практике же искусственные острова не имели собственных источников пресной воды и земель для земледелия. Все необходимое – пищу, воду, материалы – приходилось доставлять с основной территории. Таким образом, элита оказывалась полностью зависимой от центральной власти. Перекрытие поставок означало бы немедленную утрату привилегий и, по сути, выживание. Правители Нан-Мадола использовали архитектуру как инструмент власти. Но следующий объект поражает уже не политической хитростью, а уровнем обработки камня, который ставит в тупик даже современных специалистов. Мы снова переносимся в Египет, глубоко под землю, в таинственный Серапеум в Саккаре. Его открытие напоминает сюжет фильма. В середине XIX века французский археолог Агюст Мариет заметил из песка выступающую голову сфинкса. Начав раскопки, он обнаружил аллею статуй, которая привела ко входу в подземный комплекс. Проход оказался тщательно перекрыт, поэтому исследователям пришлось применить взрывчатку, чтобы пробиться внутрь. Когда завалы убрали, перед ними открылись длинные коридоры, уходящие глубоко в скалу. Все было вырезано прямо в камне. Ни кирпичей, ни блоков, просто цельная порода, из которой выдолбили помещение. Самое удивительное находилось в боковых залах. Там стояли 24 огромных саркофага из черного, розового и серого гранита. Каждый примерно 4 метра в длину и больше 3 метров в высоту. Вес – десятки тонн. Крышки были еще тяжелее. Археолог Мариет заметил, что слой пыли на полу никто не трогал. В пыли остались древние следы. Это значило, что после закрытия сюда больше никто не заходил. Все думали, что внутри будут мумии священных быков и сокровища. Но когда одну крышку с большим трудом открыли, внутри оказалось пусто. Вот тут и начались вопросы. Зачем делать такой огромный и тяжелый саркофаг, если он пустой? Дополнительные вопросы вызвало качество обработки. Некоторые исследователи, изучавшие саркофаги, отмечали исключительную точность их геометрии. При проверке измерительными инструментами зазоры между плоскостями были минимальны. Поверхности выглядели выровненными с поразительной аккуратностью, а внутренние углы формировали почти идеальные прямые линии. Те мастера, которые забираются внутрь огромного гранитного короба. Вокруг тесно, света почти нет, только слабое пламя масляной лампы. Перед ним камень, который по твердости уступает разве что алмазу. И ему нужно сделать поверхность настолько гладкой, чтобы она стала почти зеркальной. Малейшая ошибка – и месяцы труда на смарку. Гранит нельзя просто подправить или замазать, как дерево или мягкий камень. Сторонники альтернативной истории обращают внимание на то, что в граните много кварца, а кварц при сильном давлении может создавать электрический заряд. Отсюда и возникают идеи о древних энергетических установках, своеобразных аккумуляторах или устройствах, назначение которых мы пока не понимаем. Такие массивные саркофаги могли служить защитными камерами, ведь толстые гранитные стены хорошо изолируют и отражают внешние воздействия. А самые радикальные версии утверждают, что содержимое исчезло не из-за грабителей, а по совсем другой, неизвестной нам причине. На некоторых саркофагах нашли иероглифы. Они выглядят довольно грубо, этот контраст заметен, идеально ровный гранит и простые неровные знаки сверху. Поэтому ученые предполагают, что саркофаги могли быть созданы раньше, а позже их использовали для культа священных быков.
При этом историки считают, что египтяне умели хорошо обрабатывать камень, хотя и пользовались обычными для своего времени технологиями. Чаще всего говорят о медных инструментах и абразивах, например, кварцевом песке или других твердых минералах. Эксперименты показали, что так гранит действительно можно пилить и шлифовать. Но это очень медленный процесс. За часы работы снимаются буквально миллиметры. Чтобы сделать один такой саркофаг, понадобилось бы огромное количество времени и труд многих мастеров. Однако самая трудная загадка – не обработка, а доставка. Галереи Серапеума узкие. В некоторых местах двум людям сложно разойтись. Каким образом внутрь переместили глыбы массой до 100 тонн? Как их разворачивали в коридорах с прямыми углами? И как опускали в ниши, расположенные ниже уровня пола, а затем устанавливали крышки весом около 30 тонн? В отдельных случаях расстояние между стеной и саркофагом составляет всего несколько десятков сантиметров. Пространство, в котором трудно разместить даже человека, не говоря уже о сложных механизмах. Серапеум остается одним из самых неудобных памятников для простых объяснений. Мы видим результат – грандиозный, точный, почти недостижимый, и до сих пор спорим о пути, который к нему привел. Сегодня мы увидели сооружения, которые разделяют океаны и тысячелетия, но их объединяет одно – они до сих пор ставят в тупик современную науку. Монолиты весом в сотни тонн, подземные города на десятки уровней, комплексы, вырезанные сверху вниз из цельной скалы. Все это создано без электричества, без двигателей, без современных станков. Мы умеем строить небоскребы и запускать спутники. Но до сих пор спорим, как именно были созданы эти мегалиты и зачем. И вот что пугает больше всего. Если цивилизация способна создавать такое, и ее знания могут исчезнуть полностью, то кто гарантирует, что с нами не произойдет то же самое? А вы что думаете? Пишите в комментариях.